Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как убрать ил на дне каркасного и любого бассейна. У меня каркасный бассейн фирмы Bestway Steel Pro Max диаметром 4,4 метра, глубиной 1,2 метра. И вот после месячного использования на дне появился такой неприятный ил. Вверху также есть всевозможный мусор, но мы его собираем с помощью мелкого сачка. А вот на дне собрать ил очень тяжело. Итак, мы решим эту проблему подручными средствами. Вот видно, что все дно пожелтевшее, ила много, и штатный фильтр не справляется. Фильтр у меня картриджного типа, он немного слабенький, но пока на песчаный денег нет, поэтому будем обходиться этим фильтром. Для того, чтобы почистить ил на дне, нам понадобится обычный садовый шланг, жесткий, диаметром 3/4. У меня есть такая старая трубка от пылесоса, алюминиевая, а также вот такая щетка для ковров и убирания шерсти животных. Она очень хорошо одевается на эту трубку. Длину шланга и самой трубки необходимо выбирать так, чтобы хватало его от одного края до другого. Поэтому длина равняется диаметру бассейна. Затем возьмем садовый шланг. Здесь немного диаметры разные, поэтому он вставляется с запасом. Поэтому здесь необходимо либо одеть кусок резины, или подмотать изолентой, чтобы трубки стыковались плотно. Очищаем шланг от мусора и наматываем изоленту толстым слоем. Вот такой валик я намотал изоленты. Теперь одеваем на нее шланг. Очень туго, чтобы не было оттеканий. Ну, теперь все одно целое. Теперь на стандартном фильтре для бассейна снимаем заборный патрубок. Он нам пока не нужен. И затем вставляем сюда раструб шланга. Очень плотно, чтобы не было, опять же, подтеканий. Теперь опускаем этот шланг в бассейн. И теперь включаем фильтр в штатном режиме. Выпускаем воздух, чтобы вода циркулировала. И убираем ил. Вот видно, что после небольшого промежутка времени фильтр стал хуже качать. Поэтому мы его отключаем и проверим, какой там фильтр. Вот такой загрязненный фильтр после очистки бассейна. Можно его выбросить, купить новый, а можно промыть и еще им пользоваться, пока полностью не нарушится пропускная способность. Для промывки фильтра я воспользуюсь обычной насадкой для воды и большим давлением. Можно еще воспользоваться стиральным порошком или любым моющим средством, но я в эти подробности вдаваться не буду. Включаем распыленную струю воды и начинаем промывать. Вот такой получился фильтр, достаточно чистый, еще какое-то время поработает. Поставим его в насос и проверим, как он фильтрует воду.
Вот пошел хороший напор воды. Если поднести руку, то с напорного патрубка чувствуется хороший напор. И фильтрация проходит намного быстрее. Характерным признаком того, что фильтр забит или требует замены, это есть то, что напор воды на выходном патрубке насоса падает или вообще исчезает. И необходимо промывать или менять фильтр. Высасывать мусор нужно очень аккуратно, стараясь не делать резких движений, чтобы не поднять ил, который находится рядом. Так его будет намного тяжелее тянуть. Поэтому делаем все не спеша и осторожно, до полного очищения дна. Если вы не хотите часто чистить фильтр, потому что при очень загрязненном дне в бассейне ила очень много и он забивает фильтр, то можете просто вывести обратный шланг где-нибудь под цветы. Тогда вода грязная из дна бассейна будет напрямую вытекать на ваш участок и не нужно будет чистить фильтр. Я просто поднял обратную шлангу, а на патрубок запустил обычный пылесосный шланг. И теперь грязная вода вытекает на участок под малину. Вода уже не хлорированная, и для малины она вредная не будет. Вот, чистка дна бассейна закончилась. На дне видно, что уже нет такого большого количества ила. Можно отсоединить шланг от всасывающего патрубка и поставить стандартную заглушку. Вот такой получился очищенный бассейн. На дне уже нет осадка. Осталось почистить фильтр, добавить на ночь химию, и вода будет голубой. Дно при этом будет чистое. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками почистить ил на дне каркасного бассейна. Если у вас нет подходящего оборудования, пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!